Привет, дорогие мои! Очень рада приветствовать всех, кто сейчас смотрит мой канал. Меня зовут Надя, и в этом новом видео, в этом нашем новом путешествии мы с вами отправимся в гости к очень интересному человеку, у которой имеется огромный магазин флористики и цветов, но она в нашем округе очень известный человек. Она известна как художница. Итак, ребята, знакомьтесь, Дилка. Дилка – это псевдоним. На самом деле ее зовут Гратиела. Она родилась в городе Адерца, провинции Трезавенета, и недалеко отсюда у нее магазин цветов и флористики. Ну и первый, конечно, вопрос, который мы ей задали, когда она начала рисовать. И она нам рассказала историю, что когда-то у ее отца была лотерея, они продавали молоко и сыр, и к ним приходил пожилой человек, которого звали Видзото Альберти, а это очень известный художник по всей Италии, я думаю, что во всем мире. И он был беден и приходил за молочком. И вот эта история ей запала в душу, еще маленькой девочкой, потом прошло много лет, и этот Видзото Альберти ей явился во сне. С тех пор в ее голове появлялись картины, которые она просто не могла не выразить на холстах своих картин. И так она начала писать картины 40 лет назад. А сейчас Гратиэле 81 год. Но несмотря на это, она остается такой же привлекательной, энергичной женщиной, полной жизни и море у нее увлечений. Представьте себе в таком возрасте быть владелицей огромного магазина цветов и флористики и еще находить время, чтобы, вот видите, разрисовывать всякие вазочки, горшочки, это ее картина. Но творческий человек, конечно же, не может, чтобы не творить, правильно? И сейчас мы просто посмотрим ее такие вот миленькие работы, которые лично мне, вы знаете, очень нравятся. Вот если бы э, у меня была такая возможность, в конце мы посмотрим ее картины, я бы свой дом вот украсила бы картинами с изображения цветов. Мне очень нравится. Ну, потому что я так чувствую себя более лучше, и мне это поднимает настроение. Лично мне, да. Смотрите, какая конфетница, и сеньора Гратила украсила ее изображением площади нашего города Дерца. Э, Очень много было расписанных горшочков, ваз, кувшинов. И смотрите, какие милые. И это все я буду вам показывать, конечно же, вперемешку с цветами. Ну, а этот бидончик с-под молоко, винтажный, или ведерко, бидончик, да, он был расписан подругой сеньоры Грациелы. Она тоже любит рисовать. И мне он вот такой вот, ну, чисто такой летний мотив. Смотрите, все эти горшочки имеют очень даже разноплановую тематику. Это не только цветы, это какие-то графические рисунки. Здесь мы видим кувшинчик декоративный, э, подписанный, видите, Дилка. Эта картина, мне она понравилась. Лично мне, да. Хотя сеньора обратила, сказала, нет, нет, не снимай, она просто там закрывает какую-то некрасивую вещь, какой-то дефект. Ну, а мне понравилось. И я вам буду показывать горшочки, кувшины, картины, и все это вперемешку с красивыми цветами и растениями, которых здесь в изобилии, ведь это все-таки цветочный магазин, правильно? Все это можно приобрести, и понравившуюся картину или горшочек, который подходит вам по цветовой тематике, что кому нравится, в общем. Но я считаю, что это место особенное, потому что оно не такое, как
все магазины флористики в Италии, в принципе, они все очень-очень хорошие, но этот магазин особенный. Почему? Потому что здесь владелец этого магазина очень творческий человек. Но прежде всего она известная художница. И купить горшочек с ее подписью, расписанный ею, я считаю, что это вот особый такой, особая возможность купить что-то очень оригинальное. Правда? Смотрите, как красиво смотрится эта картина на фоне растений. Ну, конечно, понятно, где она берет вдохновение. Вдохновение она берет у природы. Она находит краски и видит, просто руки являются проводником. Все это она видит, она ухаживает за этими растениями, воспринимает формы и потом просто передает все это на картине. Ну, а мы идем следом за сыном сеньоры Грацели, Ринальдо, и он нам пока показывает свою гордость. Это лес, который очень-очень такой вот почти сказочный, прохладный. Было очень жарко, но когда мы зашли в этот лес, который принадлежит им, просто они его дополнили. Первоначально это был такой маленький лесок, но они начали высаживать растения, которые по каким-то причинам не продались. И этот лес превратился в что-то невероятное, с множеством очень красивых растений, очень такой пахучий лес, такой невероятный воздух там стоял. Ну, в общем, это было что-то такое вот волшебное. Еще что интересного в этой фюрерии. Здесь есть стенды с работами сеньоры Грациелы, да. Такие картинки покупала когда-то и я. Но и здесь мы увидим немножко антиквариат и винтаж. Почему мы его здесь увидим? Да, потому что когда они более 20 лет назад построили эту феррерию, здесь когда-то был дом, который принадлежал одной женщине. Так получилось, что они купили этот дом со всем имуществом и все это сохранили. И вот сейчас выставили такой, сделали распродажу, ярмарку за очень маленькие денежки. Все это они продают. Очень много интересных, на самом деле, вещей, которых я видела впервые. Допустим, вот это приспособление, это было для обжарки кофе. Когда-то сюда ложили зерна кофе, его обжаривали и потом перемалывали и варили кофе. Вот так. Вот портрет этой очень красивой, на мой взгляд, женщины, одетой в стиле таком модерн, 30-40-е года, которой принадлежала эта земля и которой принадлежал дом. И некоторые вещи, которые здесь выставлены, когда-то принадлежали ей. Кстати, здесь я увидела очень неплохие бронзовые часы. Ну, а это сеньора Дилка нам с гордостью показывает список, который очень внушительный, список выставок, где ее картины, ее работы занимали почетные места и принимали участие. Так что у нас сегодня появится уникальная возможность полюбоваться ее картинами, зайти в ее мастерскую. И я считаю, что нам очень повезло. Это книга, которая называется «Каролия», дорогая Лия, Лия это речка, которая протекает в наших местах, и где упоминается и о сеньоре Дилке. И это мы зашли в святая святых, где хранятся, вот так просто хранятся работы. Это труд более 40 лет. Некоторые картины она не продает. Вот, допустим, эта картина выполнена в стиле импрессионизма, закат, восход. И некоторые картины она говорит, что просто не хочет продавать, так как это память. Картины в единственном экземпляре, они уникальны. И для нее, конечно,
Это очень дорогие, она говорит, как дети мои. Вот смотрите, еще такая картина, которая называется «Бразилия». Вот она назвала так эту картину. Немножко такой вот модерн, да, такое современное что-то. Очень интересное такое буйство красок. Вот я даже не представляю, как можно это все нарисовать, как можно все это изобразить. Вот я не представляю. Я смотрела на нее и думаю, ну как эта маленькая женщина, вот, допустим, эта картина называется «Порыв ветра». А это то, также смотрите, вот кто что здесь увидел. Я увидела здесь птиц, допустим. А вы что увидели? Что показалось вам? А эта картина меня просто заворожила на время, я не могла от нее отойти. Называется «Соту Боско. Осенний лес». Очень красиво. Я даже, знаете, как-то вот почувствовала запах леса. Невероятно. Вот знаете, когда я спросила у сеньора Гратиэлы, как вообще, как возникает желание написать картину, и она мне сразу же ответила. Она говорит, что бывают такие моменты, когда я вижу эту картину. Вот я вижу ее до мельчайших деталей. Я вижу цвета. Она уже есть. А потом я просто беру кисти и краски и руки, которые являются проводниками, и пишу эти картины. Представляете, как интересно? Вот я считаю, что это просто вот не только интересно, это невероятно. Мне очень нравится знакомиться с такими необычными людьми, особенно если эти люди женщина. И, и смотря на эти картины, эм, ты получаешь особую энергетику, очень позитивную энергетику, которая тебя заряжает вот желанием жить. Да, смотрите, сколько картин. Это все труд, 40-летний труд. Некоторые картины продаются, некоторые картины Синьора Грациела говорит, что это как дети, и она не хочет продавать. И они очень ей дороги, потому что почти каждая уникальна. И каждая картина эм, это отражение ее каких-то чувств, каких-то эмоций. Ведь 40 лет женщина проживает очень много, что с ней случается. Правильно, это и замужество, и э, любовь, и рождение детей. И я считаю, что это и бизнес, да. И я считаю, что все это мы видим в ее картинах. Кстати, они в стиле импрессионизма, в стиле модерн, и даже есть и натюрморты, и очень много цветов. В последнее время она много рисует цветов. И я хочу закончить мое видео на такой вот нотке и пожелать всем вам, чтобы жизнь ваша была похожа на такой вот разноцветный букет. Всего вам хорошего. Пока и до новых встреч!